Итак, здравствуйте, дамы и господа. Я рад всех приветствовать. Сегодня у нас видео будет построено в таком формате, что сначала мы, соответственно, поговорим о будущих героях события, потом мы поговорим об обновлении, несколько там новостей есть. Ну и в конце отыграем арену богов там, как получится, как придется. В общем, постараемся что-то сделать. Так вот, начнем, собственно говоря, с героев ивента, соответственно, который будет у нас 17 декабря. И будут там, соответственно, Болтс, Шершах, ну и новый герой Артур. Пока по нему информации нет, как только выйдет, я выпущу именно по Артуру отдельное видео, такое, скажем, превьюшка Артура. Вот. И там уже обговорим подробнее, либо, может, сброс какой-нибудь будет там по его связям, по прочему. Вот. В принципе, в пятницу будет ивент, и там уже мы все увидим более подробно. Ну а пока тогда переходим, соответственно, к героям. Первый у нас будет на рассмотрении Болтс и его младшие копии, так сказать. То есть, вот, это демон Орб. Дает он случайному врагу способность при смерти наносить урон союзникам вокруг себя и имеет полет. Для, опять же, башни ямы очень даже неплохой герой. Ну, конечно, здоровьишко подкачало. Ну, полет кое-как спасает, плюс урон небольшой по площади все-таки есть. Давайте перейдем к его духовным связям. И они таковы. То есть это у нас Афина, Йорик, если не ошибаюсь, и топор. По поводу Йорика сейчас мы даже убедимся. Давайте лучше. Так, так. Эпический. Эволюция. Да, это Йорик. Чтобы просто не быть голословным. Тинька. Ближник. Ивент у нас смешанный, как вы знаете. Соответственно, будет герой хаоса, герой природы, герой порядка. Вот. Афина, соответственно, Йорик и топор. Здесь это у нас Лич и Тритон. Минотавр и, опять же, Йорик будущий. Ну и топор на первой духовной связи. Так, следующий у нас синий, опять же, герой. Это герой природы, также ближник. И это яростный саблезуб. При атаке он наносит урон соседним врагам. При убийстве исцеляется на определенное количество здоровья. Ну, ничего, опять же, не могу сказать. Неплохо зайдет в той же самой там яме. Может помочь немножко в башне. Ну, в принципе, и все. По пробуждениям, вот он у меня на 16 уровне, могу его пробудить. То есть вот так он выглядит на 16-м. Вот так будет выглядеть на первом уровне, получается, второго пробуждения. По духовным связям его, это, соответственно, у нас Гарпия, Медуза, Мизу, морская пена, будущее, соответственно, Ящер, Болтс, Ронин, Медуза и Мизу, опять же, будущее. Вот, по синим копиям разобрались. По Артуру я сказал, как только будет инфа, я выпущу отдельное по нему видео, и там немножечко поразмышлявствуем, что он вообще из себя будет представлять. Ну а мы переходим тогда к эпическим версиям. Это, соответственно, неистовый Ракшас. Получает здоровье за каждого раненого врага, кроме зданий. И при появлении союзника дает атаку соседним союзникам, включая себя. Ну, герой, скажем так, ни о чем. То есть особо он, не вижу ему применения особо. Но опять же, башня яма, ну что здесь еще можно сказать? Не сильный эпик, прямо скажем. То есть вот он у меня готов опять же к пробуждению. Духовная связь его, соответственно, это у нас Титания, Медуза, Мизу, Кунфуций, Фредди, Гарпия, Медуза и, соответственно, Мизу. То есть, ну, какое есть, как говорится, но абсолютно неинтересно. Вот этот уже герой интересен, может он встречаться даже в лигах, и попадался он мне периодически в лигах. Наблюдатель. При смерти врага призывает пентаграмму, ну, с определенным количеством урона на вражескую клетку. То есть урон увеличивается и, соответственно, уменьшается. У меня вот пятнашка.
конце хода призывает руну взрыва на союзную клетку и имеет полет. То есть, если его вот даже до 16 вкачать, 49-111, очень даже он неплохо будет стоять. Ну вот, пробуждение у него будет на 16-м, 42-96 по статам. Ну вот единственное, что эти улучшаются на... они вообще у него не улучшаемые. То есть как были, так и остаются. То есть тогда имеет смысл его просто гнать на 21-26 уровень. Это будет выгоднее. Здесь после пробуждения он 110-250, так это последнее пробуждение. А здесь он получается 95-215. То есть по статам он не сильно теряет, при этом по карточкам вы приобретаете. Ну, как-то вот так вот это будет выглядеть. Тогда, значит, не вижу действительно смысла его повышать именно на пробуждениях, потому что пентаграмма улучшается и так, они изначально у него на троечках, поэтому даже не знаю. Ну, по духовным связям его, соответственно, Тенгу, Йорик и Топор, Мясник, ну или Лоскут, Кунфуций, Афина, Йорик и Топор. То есть очень, как видите, много здесь все завязано на Топора, Йорика, Афину, ну и прочих таких же героев. Вот, что касается эпических версий. Ну и теперь, соответственно, легендарные версии. Вот у меня есть легендарный болт-смотритель. Он у меня на 2 пробуждениях. На 3-м пробуждении наконец-то он вот получит взрыв. И вот это уже будет выгоднее. Перед атакой, давайте его 6-м вот сделаем для удобства. Перед атакой призывает болта-смотрителя со взрывом на случайную клетку в ряду. При атаке наносит урон в радиусе 2 клеток врагам вокруг атакованного и умирает. Полет. Что это значит? Вы выпускаете болтса, болтс атакует, умирает, нанося взрыв. После этого следующий болтс атакует. Там, если, допустим, ну тут по примеру Масуры, то есть только копии не остаются, как у Масуры, а они взрываются и умирают. И последняя копия, допустим, в самом низу ряда, она наносит урон, также взрывается, и после этого появляется болтс. И, соответственно, если его не убьют, то все повторится, будет повторяться и повторяться по кругу все это дело. То есть вот так вот это все выглядит. Ну, герой неплох, но, конечно, нужно его качать. Качать хотя бы вот так, чтобы он сейчас у меня заиграл. То есть, в принципе, сейчас герои, ну, меньше 2 пробуждений и там 14-13 уровня не особо, в принципе, интересуют. То есть, ну, за исключением некоторых отдельных личностей. Так, а мы переходим к природе, и это из моих один из любимейших героев — Шершах. При убийстве наносит урон равный, ну, у меня 50%, потом увеличивается. Вот. Урон равный у меня в случае 50% случайному врагу вокруг убитого. Перед атакой получает, ну, опять же, у меня плюс 27 атаки за каждого раненого врага. Это тоже, опять же, увеличивается, уменьшается. И получает плюс здоровье за каждого соседнего врага. То есть слить, например, полностью весь стол Шершах способен. То есть в этом он даже может превосходить того же самого Стрика, но у Шершахов все-таки больше зависит от удачи, смотря куда пойдет вот этот урон случайному врагу вокруг убитого. То есть, во-первых, он настакивает себе атаку перед тем, как атаковать. После этого он долбит, допустим, там 200 атаки есть, и эта сотка полетела по всему столу гулять. Куда она залетит, никто не знает. Она может сразу оборваться, может пройти весь стол кругом и вернуться на место, убив весь стол, короче, просто в клочья. То есть здесь тоже элемент удачи такой своеобразный. Ну, по поводу его духовных связей, соответственно, Снейк, Огрок, Конфуций, Лич, Флосс, Титания, Медуза и Мизу. Так, сейчас, кстати, вспомню, ребят, я вам показал духовные связи? Нет, не показал духовные связи. Духовные связи Болтса — это Мьёльнир, Фрост, Снейк, Диана, Друид, Тенгу, Йорик и Топор, соответственно. Вот так все это выглядит. Вот что касается героев, тех на данный момент, что известно. По поводу Артура я уже высказался и повторяться уже не буду. Так, что теперь? Теперь я хотел бы перейти к следующей части, и, соответственно, это обновление от 14 декабря.
Герои, настало время вооружиться, несмотря на то, что в зимние дни так хочется погреться у камина и распаковать подарки, враги Пангеи не древние. Ну и здесь древний король пробудился, рождественское чудо, год огненного демона, это вот они новые события нам представляют. Победители получат славные праздничные награды, ну мы-то знаем какие, это же будут герои, возможно, изумруды. Оу, оу. А во время приключений вам повстречается легендарный Артур Ледяной Клинок и Виллана Безумный Гений. Теперь перейдем к самому обновлению. Оно микроскопическое, поэтому быстренько про него пробежимся, потом еще новостишка и перейдем к арене богов и будем заканчивать. Итак, улучшение игрового процесса, повышена производительность игры. Теперь слабым устройством будет проще запустить Mighty Party, и большее количество игроков сможет насладиться новыми событиями. Ну, что здесь сказать? Не прошло и они 16-го года, да, или 17-го, не прошло и 5 лет, как они наконец-то вспомнили о игроках, у которых слабые средства, ну, скажем так, связи, и которым не помешало бы вот это вот то, что они сейчас сделали еще пару лет назад. Ну, сделали и спасибо. Добавлено впечатляющее новогоднее оформление. Ну, сами видите, наше впечатляющее новогоднее оформление. Оно стандартное, в принципе, в прошлом году было так же, если не ошибаюсь. И снижена стоимость призыва богов. Ну, вот здесь такая своеобразная тема. То есть раньше, вы помните, было 4 999, соответственно 49 999. Но при этом здесь постоянно висела акция, по которой вы могли это купить за 4499. Вот и думайте, снизили они или просто убрали акцию и сделали такую цену на постоянку. Далее. Исправление ошибок. Исправленные ошибки в наградах Башни Тьмы. Это очень, на самом деле, важно и очень приятно. Раньше некоторые игроки, и я в их числе, получали награды за текущую лигу, а не за максимально достигнутую. Теперь все игроки точно получат заслуженные награды. Что здесь подразумевает? То есть, ну вот, допустим, у нас сейчас идет там, яма. Ну вот, как вы знаете, там последний сундук событий, он привязан к лиге. То есть здесь 355 карточек я получу легендарных, если пройду Диего. И, соответственно, здесь у меня из сундука тоже падает 355 карточек. Так вот, суть была в том, что раньше, начиная башню, моя лига считалась не по максимальному сундуку, то есть по максимально достигнутой лиге, а по той лиге, на которой я находился в данный момент. То есть, если у меня вот сейчас 7-я, я бы находился в 9-й, у меня, соответственно, награды считались по 9-й лиге. Это было, я считаю, очень действительно несправедливо, и то, что они это наконец-то исправили, это вот за это реально респект и уважуха. Исправлена ошибка с исчезновением попыток Башни Тьмы. Честно говоря, с исчезновением я не сталкивался, поэтому по этому поводу ничего сказать не могу и как бы даже не слышал, чтобы они исчезали. Ну, исправили, хорошо. Исправлена ошибка в наградах за завершение главы события. Тоже, опять-таки, не совсем понятно, какие там были ошибки. Главы события, ну, мы проходили, награду давали. Может, они награду там увеличили или еще что-то. По этому поводу, ребят, пишите, если есть у вас какая-то инфа, вот именно в наградах за завершение главы события. И вот это вот тоже, кстати, очень важно. Теперь, если вы одновременно выполните 2 задания на развилке в событии, то получите награды за оба задания. Раньше было как? Вот у нас наверху, допустим, выполнено оба задания. То есть первое мы могли забрать, второе мы забрать не могли. Потому что тогда бы снизу у нас сгорело задание, где даются как раз искры и за весь верх. Теперь, я так понимаю, они это исправили, и мы можем и сверху полностью забирать, и снизу забирать. То есть больше искр как бы будет там. Ну, не так, чтобы намного, но будет побольше, и поэтому будет нам приятно. Ну и следите за нашими анонсами, чтобы одними из первых узнать, что же мы подготовили на зимние праздники. Ну, раз уж заговорили как раз про зимние праздники, давайте и их буквально так вот коснемся, там, походя ладошкой шлепнем. Я уже выкладывал это в Телеграме. Ребята, кого нет в Телеге, то welcome, всегда вам будем рады. Итак, сторонники либо порядка, или повелители демонов, приходите, подарка хватит на всех. Итак, с 13 по 20, то бишь уже идет у нас доступна особая праздничная яма. Вы сразитесь с самыми могущественными существами Пангеи и сможете побороться за их сокровища. Окей. В принципе, пока боссы, ну, скажем так, радуют. Они, во всяком случае, разнообразие какое-то хотя бы.
Следующее, с 17 по 23 декабря, во время празднования события «Рождественское чудо», пробудится древний король Артур Ледяной Клинок. Ну, как я и сказал, как только будет инфа, по Артуру выйдет отдельное небольшое видео. С 20 по 23 декабря в магазине появятся всеми любимые боевые наборы. Вот это приятно, потому что боевые наборы — это всегда шанс получить недостающих каких-то для вас героев, особенно редких и эпических, что частенько важнее легендарки гораздо. Эпики нужны хотя бы элементарно для того, чтобы перегонять их в легендарку. Так что нужны желательно все 3 ипостаси героя, а в некоторых ситуациях и 4, где с белыми картами еще связано. Даже во время новогодней суеты не обойтись без магазина желаний, который будет доступен с 21 по 24 декабря. Молодцы! Мы думали, что магазин отменит из-за событий. Нет, красавчики, магазин оставили. Вот за это панорама респект. Также с 21 по 24 декабря мы приготовили для вас особые предложения, которые не стоит упускать. Ну, это будут донатные предложения, соответственно. У кого есть денежки, кто вкладывает в игру, успехов, ребят. С 23 по 25 декабря свои врата откроет праздничная арена богов. Ну, раз праздничная арена богов, соответственно, мы с нее получим легендарные сундуки. Ну, 99,9% инфа. С 24 по 30 декабря Вилана Безумный Гений посетит событие Год Огненного Демона. Ну, это, соответственно, тот герой, которого мы с вами, скажем так, сообществом выбирали, создавали, что они там намутили, никто не знает. С 27 по 30 декабря в магазине появятся всеми любимые боевые наборы. Еще раз боевые наборы, еще раз респект, спасибо, люди получат недостающих героев многие. С 27 по 30 декабря с помощью праздничного призыва к вашему отряду смогут присоединиться не только новые герои, но и те, кого вы могли упустить в предыдущих событиях. То бишь праздничный призыв. У меня все еще теплится надежда выбить этого гребаного эпического Ореоха. Я не теряю эту надежду, у меня его до сих пор нету, и он мне очень, скажем так, нужен. Вот, все, что касается празднования Нового года. То есть присаживайтесь поближе к очагу, зовите друзей и участвуйте в праздничных событиях. Это что касается, соответственно, празднования Нового года, все события, которые будут в это время происходить. Про обновление мы поговорили, про события мы поговорили, осталась последняя небольшая новость. Это сегодня накануне они выкатили ее. К сожалению, после изменения лицензионного соглашения iOS, разработчики не могут использовать промокоды внутри своих приложений. Поэтому мы были вынуждены отключить функцию промокодов для аккаунтов на iOS. Мы постараемся найти решение для данного затруднения в ближайшее время и порадуем вас новыми промокодами. Больше информации можно получить в пункте 3.1.1. Я так понимаю, это соглашение в Apple Store, в App Store. Чем это аукнется? Ну, честно говоря, не знаю. У меня не iOS, соответственно, я по этому поводу ничего сказать не могу. Ну, ребят, я думаю, они, если обещают, все-таки когда-то, через какое-то время, они все-таки это делают. Так что надеюсь, что промокодики появятся для всех, потому что иначе это будет, как-то не совсем все-таки справедливо, да? Что для кого-то эти промокоды есть. Вот у нас здесь есть эта вкладочка, у iOS она пропала теперь. Связано это с Apple самим. То есть как бы к разрабам здесь вроде как и особых претензий-то и не выкатишь. Так, ну и осталось у нас последнее. Соответственно, мы сейчас постараемся с вами пройти арену богов. Арена богов — это у нас башня Тесла противостоит вражеской скверне. Они защищают отряд и наносят сильный урон. Ну и армию демонов питают силы кристалла Нижнего мира. Он дает бонусы к атаке и здоровью отряда. Ну, поехали. Первым попробуем, соответственно, за башню. Так. В конце хода наносит. Давайте так, например, начнем. Что там первое выйдет? Так мы же в это вроде бы как уже играли. Если я, конечно, не ошибаюсь. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну, вроде как играли мы в это. Сейчас поглядим. Сейчас поглядим. Как все это будет выглядеть? Я уже, честно говоря, просто не помню. Ну да, он сейчас будет бить меня же.
будет деревья сейчас во все эти выставлять активно. Так, 3 руны мы ставим, соответственно. Сейчас вот эту башню нам должны слить, по идее. Ну, посмотрим сейчас, как это все будет. Ну, хорошо, что он там, кстати, поставил. Ну, не знаю, продержимся ли мы. 3 дерева стоит, и нам их убивать-то особо и нечем. И атаковавших нету. А, вот. То есть, если что, можно будет сюда тотем призвать. Да, это уже арена, получается, была. Ну, не шибко удачно-то. Тотемы встали, конечно. Прям скажем. Вообще неудачно, точнее. Возможно, нам придется переигрывать сейчас. Возможно, придется переигрывать. Очень много деревьев, он просто наставил урона, до хрена получаем. Вот в чем вся беда. Здесь уже одной башней-то и не справится. Хотя, если повезет, смотря что сейчас придет, нам по большому счету урон нанести надо, капелюху. Да, пришла. Отлично. Тогда убиваем. Забираем наградку. 355 карточек. И вот смотрите, сейчас получается арена богов тоже считается по максимально достигнутой лиге, потому что я сейчас в 8 лиге, мне дают как по 7 лиге. То есть они это тоже, получается, поправили. Так, ну сейчас сыграем тогда за кристалл. За кристалл я, насколько помню, там немножечко потяжелее. Вроде как. Давайте вот так вот начнем. Можно даже еще один сразу поставить. Посмотрим, что из этого получится. Что-то должно получиться. Ну он решил нас башнями просто заманать. Мы его будем вот так вот тогда долбить. Нам сейчас главное разогнаться просто по-быстрому. Мы, в принципе, начали разгоняться. Посмотрим сейчас, как он тотемы еще поставит. И будет ли он их вообще ставить. Так. Если будет, то... Нет, сдается просто Тесла. Хотя вот сейчас тотемы у него заходили, кстати, нормально. Если бы он поставил, потому что я 3 существа выпустил. Ну, хорошо, вот этот дракончик, кстати, я ему всегда рад. Костяной дракон. Итак, вот, в принципе, все, что я вам хотел показать и рассказать в этом видео, ребят. Готовимся потихонечку к событию. По поводу Артура, как только появится инфа, я, конечно же, сразу же сниму коротенькое видео о нем, расскажу, постараюсь там узнать его связи духовные, ну и прочее, прочее, прочее. Ну а вам спасибо за просмотр. Кто не подписан, ребят, подпишитесь. Вам не трудно, мне приятно. Пишите комментарии. За лайки буду признателен. За дизлайки также буду признателен. Но, если не трудно, объясните, что не так. Я понимаю, что много чего не так, но вы конкретизируйте. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. И я говорю вам пока-пока, ребят. Пока.